Здравствуйте! В эфире военная программа канала НТВ «Смотр». С вами Сергей Кузнецов. Смотрите в этом выпуске. В экстремальных условиях афганские полеты Як-38. Вертикально взлетающий Як-38 – самолет знаменитый. Но в его биографии есть и малоизвестные страницы. Одна из них – его участие в боевых действиях в Афганистане. Самолет участвовал в операции «Ромб», летая вместе с Су-25 в самых суровых условиях. Программа полетов Як-38 в Афганистане дала разработчикам бесценные данные, которые ускорили его модернизацию. В итоге получился настоящий боевой самолет. В 1974 году происходит сразу несколько важных событий. Успешно завершаются государственные летные испытания Як-36М, начинается серийное производство Як-36М на Саратовском авиационном заводе, а также создается центр по переучиванию на них пилотов. Располагался он в городе Саки. Там же построили специальные площадки для отработки навыков вертикального взлета и посадки. А рядом с основной посадочной полосой дополнительная металлическая, имитирующая палубу тяжелого авианесущего крейсера «Киев». Прежде чем летать на Як-38, безусловно, все летчики проходили подготовку на вертолетах. И в то время, когда обсуждалась концепция, какую категорию летчиков переучивать на самолеты СВВП, была дилемма: или брать готовых вертолетчиков, или брать готовых летчиков. Для обучения в первый поток отобрали 15 летчиков ВВС и авиации ВМФ, из которых 5 в процессе переучивания по разным причинам отсеялись. Руководство посчитало, что управление довольно сильно отличается от самолета в обычном понимании этого слова, и намеренно взяли в основном молодых пилотов. Считалось, что отсутствие большой летной практики пойдет на пользу обучению, позволит осваивать новый самолет с нуля и значительно быстрее. По подготовке летчиков, если у нас можно взять любого выпускника летного училища с налетом, вот по нашей бедности, даже 100-120 часов, дать ему на самолете типа Як-38 или 41 20-30 часов налета, чтобы он вылетел по кругу, его можно смело готовить на корабль. А чтобы пустить по обычной схеме летчика на корабль, вы меня извините, если у него налет меньше 1000 часов, то если он не обречен, то... Плановая переподготовка летчиков интенсивно проходила в САКах с 1975 года. С момента, когда в войска стали поступать первые серийные Як-36М и его двухместные учебные варианты. Уже сами масштабы обучения говорили о серьезности планов использования этой вертикалки. В этом же году в состав военно-морского флота СССР вступает первый советский авианосец «Киев». А в 1976 году он с первыми самолетами и летчиками полка феоктиста Матковского совершает переход на Северный флот к постоянному месту базирования. С 1976 года машина принимается на вооружение и справедливо переименовывается в Як-38. Ведь не должны два совершенно разных самолета называться одинаково. Служба идет полным ходом. Летчики постоянно тренируются и практикуются. Изучают возможность не вертикального, а короткого взлета и посадки для экономии топлива и увеличения взлетного веса, особенно в жаркую погоду. И даже осуществляют полеты с торгового судна, что открывает невиданную ранее широту использования штурмовика. Уже говорилось, что самолет Як-38 изначально создавался и для ВВС, и для флота. Поэтому, как и все другие самолеты советских ВВС, он должен был действовать во всех климатических и географических условиях Советского Союза, а как палубный самолет – на уровне моря во всех климатических условиях Мирового океана. Известно, что при высоких температурах и низкой плотности воздуха происходит снижение тяги двигателей и несущих свойств крыла самолетов. Обычные самолеты при этом значительно увеличивают и так большую длину разбега. У самолетов вертикального взлета, как у вертолетов, также снижается взлетный вес. И для компенсации потери тяги, как на вертолетах, применяется форсирование двигателей впрыском воды в компрессор или перед турбиной. Кроме того, в отличие от вертолетов,
СВВП могут добрать недостающий взлетный вес за счет подъемной силы крыла при относительно коротком разбеге. Это, конечно, уже не вертикальный взлет, но и не 2-3 тысячи метров разбега, как у обычного самолета. Поэтому требование взлета с коротким разбегом, наряду с вертикальным взлетом, было заложено военными еще в ТТТ к самолету. И этот режим должен был отрабатываться и подтверждаться на летных испытаниях. Однако на самом деле во время государственных летных испытаний подтверждались характеристики самолета только при вертикальном взлете и без форсирования. И в таком виде Як-38 был принят на вооружение. Отработку взлета с коротким разбегом военные, видимо, тогда тоже посчитали неактуальной и отложили. Впервые необходимость повышения взлетного веса в жаркую погоду возникла еще на первых летних боевых службах Киева в Средиземном море. А при переходе второго авианесущего крейсера «Минск» вокруг Африки в 1979 году недостаточная вертикальная тяга стала уже серьезно мешать выполнению боевых задач. Тогда в срочном порядке и начали отработку режима взлета с коротким разбегом для кораблей, что в основном заключалось в соответствующей настройке автоматики, силовой установки и отработке техники пилотирования. В конце 1979 года были проведены наземные испытания и первые испытания по взлету с коротким разбегом с Минска. А окончательный этап этих испытаний уже в жаркую погоду планировался на конец лета следующего года. Но пути Господни неисповедимы. В самом начале 1980 года приходит приказ на перебазирование Як-38 и формирование опытной эскадрильи для изучения летных качеств в условиях самостоятельного существования в горах. С учетом того, что всего лишь пару месяцев назад произошел ввод войск в Афганистан, всему личному составу все было ясно. После необходимой подготовки 18 апреля 1980 года эскадрилья перемещается на аэродром Шинданд в юго-западном Афганистане. Я был в числе этой группы. Вот. Там было у нас 4 самолета, 6 летчиков. Значит, один летчик, это ваш покорный слуга, представитель УКБ промышленности. Один летчик, Виктор Владимирович Васенков, система ОТК от ГК НИИ ВВС, и 4 строевых летчика из военно-морской авиации. Задача была поставлена так. Значит, продемонстрировать возможности самолета в условиях высокогорья, в условиях высоких температур и, самое главное, в условиях реальных боевых действий. Не только с точки зрения его тактических и боевых возможностей, но с точки зрения обслуживания, с точки зрения эксплуатации в этих условиях, не на подготовленных аэродромах. И самое главное, там была поставлена такая практическая задача показать, что можно в реальных условиях построить мобильную ВПП, укороченную, силами реального инженерного батальона, в реально обозначенные сроки, и с этой полосы вести боевые действия. С точки зрения нашего самолета, эта задача была решена блестяще. Уже до начала испытаний было ясно, что в условиях жаркого высокогорного климата Афганистана вертикальный взлет Як-38 будет неэффективным. С другой стороны, для взлета с коротким разбегом на земле отсутствовали жесткие ограничения длины ВПП, как на корабле, и можно было увеличить длину разбега. В этих условиях Як-38 с тяговооруженностью больше единицы и вертикальной составляющей вектора тяги был бы вне конкуренции и мог бы поднимать свою максимальную боевую нагрузку в 1,5 тонны при полной заправке с разбегом 500-600 метров, а не 1,5 километра, как проходивший там же испытание штурмовик Су-25, и 2,5 километра, как находившиеся на вооружении Су-17 и МиГ-27. Но для реализации всех возможностей Як-38 в наземных условиях нужно было сначала перенастроить автоматику силовой установки самолета на другие, большие, чем для корабля, скорости отрыва, и отработать эти режимы на испытаниях, как это было сделано для корабля. Для этого, как водится, времени не было,
И Як-38 в Афганистане взлетал после всего 200-250 метров разбега с 3-километровой ВПП Шинданда при тех же настройках, которые были отработаны для взлета с короткой 200-метровой палубы корабля, и в жаркую погоду, естественно, не мог поднять максимальный взлетный вес. Рядом с обычной бетонкой в Шинданде военные строители тренировались в постройке сборной ВПП для короткого взлета и посадки Як-38. Через 2,5 месяца, к концу испытаний, они, наконец, построили специальную 450-метровую ВПП с покрытием из металлических плит и стеклоткани. Считалось, что это покрытие способно выдержать и вес, и, самое главное, воздействие реактивной струи, вырывающейся из сопел яков при коротких взлетах и посадках. Однако вскоре выяснилось, что спецполоса совершенно непригодна для эксплуатации. Она вышла из строя буквально после нескольких укороченных взлетов. Всего в Афганистане Яки-вертикалки выполнили 107 полетов. Летали парами и в одиночку. Самолеты постоянно сопровождали истребители-бомбардировщики Су-17. Уже через месяц с небольшим афганская вертикальная программа завершилась. Было еще раз доказано: технические возможности самолета, его большую тяговооруженность и разгонные характеристики нужно грамотно использовать. Тем более, если машину собираются применять в условиях пониженной плотности воздуха и в жарком климате. История боевого применения яковлевской вертикалки насчитывает совсем немного страниц. Боевая работа машин в Афганистане была, по сути, масштабным экспериментом. Но дал этот опыт многое. Безусловно, там получено очень много ценной информации. Значит, там, вот я говорю, автоматика сопла ПД – это вот заслуга, будем, Афганистана, потому что не будь этой экстремальной ситуации, ее бы мусолили еще долго-долго. А там деваться было некуда, ее решили очень быстро. Значит, по температурам тоже вопросы закрыли. По пылезащищенности тоже вопросы закрыли. Показали, что мобильную полосу, ведь главное преимущество этого самолета, когда его упрекают, что у него мал боевой радиус боевого действия. Так и концепция это другая. Самолет должен базироваться 50-100 километров от линии фронта, а не 400-500, как базируются аэродромы, как базируются самолеты аэродромного базирования. Самолет со сверхвозможностями всегда был в центре внимания. В зарубежной прессе постоянно выходят материалы о новом советском самолете. Военные специалисты активно обсуждают учебные полеты Як-38 с авианосцев Киев и Минск у берегов Ливии, а также нетрадиционные возможности их боевого применения. Однако, помимо обсуждения достоинств, достаточно часто звучала критика. Легкий штурмовик Як-38 упрекали в отсутствии бортовой РЛС, который имел один из палубных вариантов семейства Харриеров – английский истребитель Sea Harrier. Как и следовало ожидать, в укор разработчикам, а не заказчикам, регулярно ставилась и невысокая дальность полета. До освоения взлета с коротким разбегом сами пилоты жаловались на недостаточную боевую нагрузку самолета. Модернизация самолета в 1982 году, сделавшая самолет более выносливым, еще больше разожгла аппетит авиаторов, и понять их можно. Оружия мало не бывает. Большой опыт эксплуатации и применения Як-38 доказывает: 38-й – отличный самолет, обладающий превосходными для своего класса характеристиками, способный выполнять то, что не под силу другим типам машин, и к тому же обладающий немалым потенциалом модернизации. С мнением о недостаточной тяговооруженности Як-38 опытные летчики категорически не согласны. А по боевой нагрузке тоже нет проблем. 2 тонны ВКР мы реализовали без вопросов. 2 тонны. И я не знаю, вот самолет такого класса, конечно, Су-25, он более тяжелый, он, безусловно. Но с другой стороны, некорректность сравнения еще заключается в чем? Что будь у вас там, будем, там десяток Су-25 или других там самолетов, которые привязаны к ВПП, даже не бомба противника, которая попала на этот ВПП, а любой самолет, который совершил аварийную посадку, все остальные становятся бесполезными. И если считать боевую эффективность с точки зрения классической науки и математики,
то, допустим, два 38-х, которые могут летать в любых условиях, с аэродромом, без аэродрома, они решат задачу, в то время как самолет обычной схеме, который не может работать, потому что аэродрома нет, не решит никакой задачи. Вот в этом плане надо и сравнивать, а иначе это все некорректно. Взлетать 38-й может тремя способами. Собственно, вертикально, укороченно, используя ВКР, взлет с коротким разбегом, и по самолетному, с полным разбегом, без включения дополнительных подъемных двигателей. Взлет с разбегом 10-15 метров Як-38 мог выполнять с любой асфальтовой дорожки 3-метровой ширины, а при скорости разбега от 20-30 км в час и выше даже с задерненного грунта, травяного покрытия. Взлетать и садиться вертикально самолет мог на любых бетонированных или покрытых стальным листом площадках. Для многократных и частых вертикальных взлетов с одного места, как это происходило на авианесущих крейсерах, поверхность такой площадки покрывалась теплозащитными плитками из материала, похожего на текстолит. На 4 первых советских авианосцах, авианесущих крейсерах «Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Баку» такими плитками была покрыта вся полетная палуба. Для мобильного базирования Як-38 еще до испытаний в Афганистане была создана и испытана выдающимся летчиком-испытателем Олегом Григорьевичем Кононенко складывающаяся площадка, буксируемая тягачом. Вертикальная посадка на эту площадку не представляла сложности. Свою способность вертикально садиться в любых условиях Яки-вертикалки показали в Афганистане. Самолета не видно, а видно облако пыли. Облако пыли, самолета нет. И в это облако пыли самолет садится. А с точки зрения летчика, который я сижу в кабине, условия очень комфортные. То есть струи раздувают вот такое пятно, будем говорить, радиуса вот сколько у нас, 10-15 метров, где видно все отлично, а самолет со стороны не видно. Но в этой пыли силовая установка, система автоматического управления выдержали без замечаний. У нас практически не было забитых двигателей, у нас практически не было отказов ни в топливной аппаратуре, нигде. При этом всегда нужно помнить, что несколько больший расход топлива во время вертикального взлета с избытком компенсируется отсутствием расхода топлива на руление к ВПП, как у обычного самолета. А возможность взлета с коротким разбегом практически полностью уравнивают эти расходы у Як-38 и его обычных аналогов. Поэтому даже в Афганистане Яки-вертикалки нередко оказывались более экономными, чем их классические собратья. Нас сопровождала 4-ка Су-17. Значит, мы работали с Васенковым по земле, а они на высоте 8000 баражировали, нас прикрывали, обеспечивали безопасность и так далее. И когда мы после выполнения задания пришли на точку, у меня загорелась аварийная лампа остаток 857 килограмм, а ребята на Су-17 пришли с 300 килограммами. И вот я хорошо помню, вся эта куча собралась над дальним приводом, и молодой капитан, докладывает: остаток 300, пропустите, пожалуйста. В тот раз Як не только по-джентльменски пропустил коллегу, но и сумел уже после него сесть по вертикальному, не нарушив таким образом строгую испытательную программу афганских полетов. Второй вариант подъема в воздух – взлет с коротким разбегом – пожалуй, наиболее практичный и наиболее эффективный режим эксплуатации самолета. Для взлета Як-38 с максимальным взлетным весом с идущего полным ходом корабля достаточно всего 100-150 метров. Это длина палубы совсем небольшого по современным меркам авианесущего корабля. При этом не выжигается столько топлива, сколько при вертикальном взлете. Самолет может нести больше вооружения, летать на большее расстояние. Для взлета Як-38 с максимальным взлетным весом с наземной площадки или асфальтированного участка автомобильной дороги достаточно разбега в 200 метров. Огромный плюс СВВП как палубника еще и в том, что летать на нем с палубы гораздо легче. Летчики-палубники, летающие на классических самолетах, знают, что такое посадка на авианосец. Заход на посадку должен осуществляться ювелирно точно. Напряжение такое, что иногда от вылета отказываются даже самые опытные пилоты. Увы, бывали и аварии, и катастрофы. А вот посадка на вертикалках намного проще.
самолет прощает и некоторые ошибки. Я вышел на обрез палубы, чтобы сесть, на скорости 250 км в час вместо положенных 20-30 км в час. Погода была отвратная, видимость плохая. Естественно, я пролетел вперед. Дальше спокойно затормозился, повис, стал смещаться назад. А корабль в это время идет под меня. Ни корабля, ничего не вижу. Слушаю классическую фразу, там морской начальник, такой-то отойди от трубы, отойди от трубы. Поскольку не только трубы, я и корабля не видел. Но я понимаю, что раз я впереди, корабль сзади, труба справа. Я чуть отошел влево и вижу, как корабль под меня подъехал, я к нему задом, развернулся, довернулся, сел. Все. При наличии нормальной взлетно-посадочной полосы, например, берегового аэродрома, Як-38 всегда мог взлетать с длинным самолетным разбегом и садиться по самолетному с тормозным парашютом. Но взлет по самолетному имел смысл только при невозможности взлета с коротким разбегом, например, при повреждении или отсутствии подъемных двигателей, поскольку только при взлете с коротким разбегом максимально и наиболее эффективно используется вся энергетика самолета Як-38. Боевая эффективность самолетов с вертикальным взлетом и посадкой была доказана собратом и конкурентом Як-38, британским Харриером. Машина прекрасно зарекомендовала себя в англо-аргентинском конфликте за Фолклендские острова. Безусловно, Харриер сделал Фолкленд. Если бы не Харриер, еще неизвестно, чем дело кончилось. Это факт, никуда не денешься. Но то, что впервые в боевых условиях все-таки был Як-38, что это был 80-й год, пусть он такого боевого эффекта не принес, как Харриер на Фолклендах, но там были и другие задачи, и другая ситуация. У отечественной вертикалки тоже была возможность проявить себя в суровом, жарком, высокогорном Афганистане. Легкий ударный самолет Як-38 с исключительно гибким базированием, боевой нагрузкой в 1,5–2 тонны и временем реакции не более 5 минут был бы незаменимым средством непосредственной поддержки наземных войск и сохранил бы много жизней не только солдат, но и вертолетчиков, решавших эти задачи под огнем противника ценой большой крови. Тем не менее, Як-38 является одним из лучших представителей небольшого элитного семейства реактивных вертикалок. За 15 лет серийного производства Саратовский авиационный завод построил и передал авиации военно-морского флота СССР более 230 штурмовиков Як-38. Они были серьезной ударной силой 4 первых советских авианосцев или тяжелых авианесущих крейсеров – Киев, Минск, Новороссийск и Баку, принятых на вооружение флота. За 17 лет эксплуатации на этих самолетах в составе 3 корабельных штурмовых авиаполков в Крыму, на Северном и Тихоокеанском флотах прошли службу около 200 строевых летчиков. А первым и единственным летчиком палубной авиации, удостоенным звания Героя Советского Союза, стал один из первых по всем статьям строевых летчиков-вертикальщиков. Это Юрий Иванович Чурилов. Тогда, в 1984 году, командир корабельного штурмового авиаполка, летавшего с авианосцев Тихоокеанского флота Минск и Новороссийск. Но прошли годы, и скоро, 18 февраля 2008 года, исполнится уже 30 лет со дня подъема военно-морского флага на авианосце «Минск». И мы поздравляем ветеранов авианосного флота и палубной авиации с этим юбилеем. Создание Як-36 и Як-38 дало отечественным конструкторам бесценный опыт разработки машин с вертикальным взлетом и посадкой. Но несмотря на то, что самолет отвечал всем основным потребностям флота, вертикалки достаточно быстро исчезли с палубы авианесущих крейсеров, а сами корабли были спешно проданы по цене лома. На тот момент ОКБ Яковлева уже готовила новый проект – Як-41, который должен был стать основным палубным истребителем на 4 авианосцев типа «Киев» и авианосцах нового поколения «Кузнецов» и «Варяг». События начала 90-х годов не позволили довести проект до конца. Но, несмотря на все трудности, именно благодаря ОКБ Яковлева Россия до сих пор является одним из 2 государств мира, способных создавать полноценные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.
Программа «Смотр» прощается с вами на неделю. До встречи на канале НТВ.